Сегодня на обзоре утюг Silanga ST500 Ultra, который поможет в повседневной паровой или сухой глажке, а также вполне подойдет для струйного отпаривания одежды, белья и тканей. Без лишних слов переходим к распаковке и знакомимся с устройством поближе. Внутри коробки емкость для воды с носиком, чтобы удобнее было заливать внутрь утюга, собственно сам утюг и подробная инструкция на русском языке. Она вобрала рекомендации по работе и уходе за устройством, чтобы вы сразу могли понять, как правильно пользоваться с той или иной тканью. По устройству спереди находится распылительное сопло, через которое кнопкой сверху подается вода из внутреннего резервуара. Заливается она через специальное отверстие спереди, которое скрыто за специальной крышкой. Чуть выше регулятор подачи пара, который можно переключать от меньшего к большему. Сам пар подается удобным курком под ручкой. Температурный режим регулируется привычным колесом, где есть обозначение разных типов тканей, поэтому всегда будете понимать, какая температура нужна в конкретной ситуации. Из доступного нейлон, шелк, шерсть, хлопок и лен. Но следить за температурой поможет индикатор нагрева, который в том числе показывает, подключен ли утюг к сети. Также есть функция самоочистки, что запускается специальной кнопкой возле колеса выбора режимов. Процесс прямо по шагам описан в инструкции. Сложного ничего нет, просто следуйте указаниям. Это поможет предотвратить образование накипи внутри генератора пара, ну и в перспективе устройство прослужит гораздо больше. Но, разумеется, каждый раз это делать не надо, просто сливайте воду после глажки тем же способом, что и заливали внутрь, через отверстие спереди. Ну и когда все остынет, протирайте влажной тканью подошву утюга, чтобы не образовалась накипь. Как уже говорили ранее, перед работой стоит залить воду. Для удобства производитель нанес на корпус отметку максимального заполнения, поэтому вам не нужно будет гадать и прицеливаться на глаз. Характеристики уже на вашем экране. Можете поставить на паузу и изучить подробнее. После этого можно переходить к основному процессу. Сам он привычный и интуитивно понятный. Для удобства можете отсортировать вещи по температуре глажки. Вещи, которые мы решили взять для примера, синтетика, шерсть и катон, разгладились без проблем. Опять же, в процессе мы пользовались рекомендациями из инструкций, например, сортировать вещи по температуре глажки для удобства в регулировке температуры. Что касается паровой глажки, выставляем регулятор температуры в максимальное положение в соответствии с типом ткани. Если поставите градус меньше, из подошвы может вытекать вода. В целом это логично, но на всякий случай проговорим. По той же причине кнопку подачи пара нужно держать не дольше 5 секунд. При глажке паром утюг нужно держать в вертикальном положении, на расстоянии около 10-30 см. К слову, кнопка распыления работает как при обычной, так и при паровой глажке. Уход за утюгом стандартный. Сливаем лишнюю воду, протираем подошву влажной тканью, а потом сухой. В целом это все. Ну и что можно сказать в качестве вывода? Silanga ST500 Ultra отличный утюг для повседневной глажки. Он справляется с любыми тканями. Достаточно изучить принцип глажки разных материалов. Отпаривание качественное с большим количеством пара. Нагревается быстро и недолго остывает, если сравнивать с другими производителями. А постоянная подача пара помогает разглаживать даже несколько слоев. Одно из важных преимуществ – керамическая подошва, которая не только влияет на целостность ткани за счет бережного скольжения, но и довольно долговечно. Рисунок на подошве не только для красоты, но и для равномерной подачи пара, причем вся поверхность нагревается тоже равномерно. А если переживаете, что забыли выключить утюг, вас, вероятно, порадует функция автоматического отключения. Ну и самое главное, результат глажки всегда предсказуем, а сам процесс крайне удобен. Собственно, а что еще нужно? А на этом сегодня все. Спасибо за просмотр и до встречи в следующих видео.